Челябинске состоялось повторное судебное разбирательство по громкому делу об убийстве 17-летнего юноши у входа в торговый центр «Космос». 7 обвиняемых, включая 6 граждан Таджикистана, сидели на скамье подсудимых. Отметим, что один из них даже пытался покинуть границы страны. Но на этот раз, когда им оглашали обвинения, никто не смеялся. И лишь один, Миров, набросившийся на парня с ножом, улыбался, слушая прокурора. Обо всем об этом, а также о реакции общества на дело и пойдет речь в этом выпуске. Просьба подписаться на канал, чтобы не пропустить наши новые видео по горячим темам. Итак, продолжим наш разговор. Когда подсудимых приводили в зал, они снова хихикали. Сняв наручники, они устроились на скамье и начали обсуждать что-то с адвокатами через щели в камере. Тишина в зале быстро сменилась гулом. Братья Джалиловы и их старший брат Миров были одеты в черные футболки с арабскими символами, обозначающими сабр, терпение в исполнении религиозных обязанностей и воздержание от грехов в исламе. У всех троих были густые бороды, а на предыдущем заседании один из братьев Джалиловых поднял палец вверх и засмеялся. Судебное заседание началось с опозданием, не все участники прибыли вовремя. Судья вежливо попросил уважать процесс и предупредил, что в следующий раз все начнется с объяснения причин опоздания. У Одинаева, единственного российского гражданина среди обвиняемых, произошла смена адвоката. Также были изменения в составе защиты Заира Джалилова. Согласно материалам дела, которые зачитал прокурор, все началось с создания издевательской страницы от имени Джалилова в социальных сетях. В ответ на это он собрал братьев и друзей и, имея фотографию предполагаемого виновника, отправился на поиски обидчика. Обидчика они нашли в ТРЦ «Космос». По неизвестным причинам мигранты, обучающиеся по специальности правоохранительная деятельность, решили обвинить во всем случайного парня и его друзей и устроить самосуд. Миров без какого-то повода напал на только что подошедшего Мамаева и 5 раз ударил его по голове, зачитал прокурор. Тогда друзья побитого парня собрали свою компанию из 12 человек, все граждане России, как указано в деле, славянской национальности. Встречу назначили у парковки возле «Космоса». Миров вооружился ножом, Одинаев камнями, другие вооружились предметами по типу палок и бейсбольных бит, перечислил обвинитель. Разговора с мигрантами, вооруженными до зубов, не получилось. Они начали выкрикивать угрозы и сыпать оскорблениями. Миров крутил нож, а остальные размахивали палками. С криками таджики пошли на парней, отчего те, растерявшись, начали отступать. Наши парни побежали. Погибший Игорь чуть отстал от своих, когда его с клинком в руках настиг Миров. Миров схватил потерпевшего за одежду, развернул и неустановленным ножом нанес не менее 2 ударов по туловищу потерпевшего, сообщил прокурор. По материалам дела, уже раненого парня нелюди безжалостно били палками и руками по голове и телу. Он уже перестал сопротивляться и согнулся, закрывая сердце, а изверги все продолжали. Потом они бросили мальчишку одного и убежали, не вызывая скорую. Парень умер на месте. Миров улыбался, слушая обвинения. Он не признает себя виновным в убийстве, признавая только хулиганство. После краткого совещания с адвокатом он решил дать показания в конце следствия. За ним последовали Таир Джалилов, Сабуров, Имомов, Ахмадов, Заир Джалилов, Одинаев. Был установлен порядок заседаний и рассмотрения доказательств. Начнет сторона обвинения, запланировали первые 4 тома на заседание. Первый том содержит информацию об обнаружении тела убитого 17-летнего мальчика, рядом с телом обнаружены доски и дубина. Второй том — выводы судебно-медицинского эксперта. Смерть наступила от колото-резаного ранения грудной клетки слева, осложненного кровопотерей. В анализах убитого алкоголь не обнаружен. Третий том — заключение эксперта о анализе крови, которой была испачкана одежда парня. Четвертый том — Миров не имеет психических проблем и осознавал опасность своих действий, как и все остальные. После чтения оставалось время, отведенное для заседания, и прокурор предложил рассмотреть 5-й том. В нем собраны факты об издевательствах над парнем, следователи анализировали видеозаписи. Слова обвинения слушать было тяжело. Можно только представить, какие муки испытывал подросток. В документах дела указано, что товарищи умершего были все русские, славянской внешности. Прокурор, описывая кадры с видеозаписи, даже называет одну из групп «русские парни». Кто убийца, мы и так знаем. Однако, согласно версии обвинения, столкновение произошло не на национальной почве.
Судья наметил следующее слушание на 10 апреля, но переводчик возразил, так как у него назначен визит к врачу. Решили перенести рассмотрение дела на 12 апреля. Уходя из клетки и общаясь с адвокатом, подсудимые снова улыбались, но в этот раз не так самоуверенно, как в начале заседания. На журналистов тоже никто не кричал. Переводчик сунул Амирову какую-то записку, приняв которую тот радостно усмехнулся. А вот некоторые комментарии пользователей социальных сетей по данному делу. Как они могли попасть в полицейскую академию, ведь они ведут себя как обезьяны? Их место в зоопарке, считает Вера. К сожалению, вы правы. Кто допустил их туда? Вот кто является настоящими преступниками, отвечает Ирина. Неужели не ясно, что дело не в них, а в коррупции среди правоохранительных органов? Почему они улыбаются? Потому что знают, что вопрос по ним уже где-то решается, считает Екатерина. Улыбаются и хихикают. Но сделайте так, чтобы им было не до смеха. Они что, на элитном курорте, пишет Светлана. Интересно, а в полицейской академии они тоже учились с переводчиком, задается вопросом Дина. А теперь представьте, если бы они доучились и пошли бы работать, сколько бы вреда и горя они принесли, пишет Дмитрий. Неужели судья не видит, что они смеются над правосудием? Назначьте наказание выше максимального предела, и все будут счастливы, предлагает Виктор. Кто придумал надеть на этих двуногих форму курсантов правоохранительного факультета? Кто-нибудь понес ответственность за это? Вопрошает Олег. Господи, услышь, пожалуйста, нас, мирных православных людей. Очисти нашу землю православную от всех чужестранцев, отправь их на их исконную родину. Не нужны они нам со своими законами диких обезьян, пишет Алла. Напомним, все произошло в апреле 23-го года. Конфликт начался в соцсетях и перешел в реальную плоскость. Банда сначала искала обидчика в компьютерном клубе. Драка со смертельным исходом произошла уже возле ТРК «Космос». 17-летнего подростка избивали толпой, а один из нападавших безжалостно воткнул в него нож. Несколько из нападавших мигрантов успели убежать за границу, других поймали. Кого-то задержали в аэропорту перед рейсом Челябинск-Душанбе. Наиболее известными участниками убийства стали 3 брата. 2, несовершеннолетние близнецы, учились в Челябинском колледже по специальности правоохранительная деятельность. 3, старший, по версии следствия, и ударил подростка ножом. На избрании меры пресечения их отец плакал. Всех 3 отправили в СИЗО. В ходе расследования в деле стало на одного обвиняемого меньше. Махмасаида Азизова признали непричастным к избиению и убийству. А что по поводу этого всего думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на наш канал, если вы этого еще не сделали. Всем добра, всем пока!